Всем привет, на связи Ксоид, и это очередное видео про создание ботов. Ссылка на плейлист будет в описании. Для тех, кто впервые на моем канале, я кратко введу в контекст. В предыдущих видео я рассказывал и теоретическую часть, и показывал, как с чатом GPT можно научить бота находить нужные элементы на экране, даже не будучи продвинутым программистом. Еще раз повторю, что ссылка на плейлист в описании под этим видео. Также напомню, что приемы данного плейлиста не ограничены только лордами. Это подойдет для многих игр и не только игр. В принципе, любое место, где вам нужно что-то автоматизировать, что-то распознать на экране и куда-то тыкнуть. Конкретно в этом видео я буду делиться своим кодом. Ссылка на GitHub будет в описании. Также планирую позже, ссылка появится на скомпилированный исходник, чтобы без сборки можно было скачивать и использовать. Для тех, кто уже начинает закипать с мыслью, когда же я уже наконец выдам контент, ребята, это не развлекательное видео, это больше образовательное видео. Сейчас я буду стелить скучноватую подводку, чтобы в конце выдать суть. Но если просто перемотать, то скорее всего не будет понятно, что это, зачем и вообще что происходит. Итак, в одном из предыдущих видео, ну или не одном, я рассказывал, как при помощи ADB, Android Debug Bridge, выполнить клик или этап, если хотите, в нужном месте. То есть, как программно тыцнуть в нужную часть экрана, чтобы бот сам тыкал куда нужно и играл в игру без вас. Точнее, выполнял то, что вы запрограммировали. Этот IDB я показывал как некоторую базовую вещь, которую можно использовать, но сам я ей не очень-то и пользовался. Не очень-то пользовался, потому что сменив много устройств, ну это речь о десятках идет, были разные производители, разные процессоры и разные версии самого Android, условный диапазон где-то от 5 до 12 версии. Сейчас у меня китайская коробочка последняя, кажется, пришла с 12 версией. Есть еще более новые с 14 версией, ну там смешная история, я заказывал с 10 версией, а пришла с 14. Но это уже лирика. Короче, последняя коробка, которая пришла мне из Китая, она с 12 версии Android, которую я седлал под бота. В общем, во всем этом зоопарке софтверной и хардверной части ADB работал, ну, так себе. С одной стороны, он в принципе работал всегда и надежно. С другой стороны, на некоторых устройствах он откликался буквально за 10-ую часть секунды, а на некоторых прям задумался прям под секунду. Ну и это была для меня конкретная такая печаль, когда я вот рассчитываю, думаю, вот сейчас надо расширить бота, заказываю еще коробочку, настраиваю, включаю и смотрю, как бот еле-еле ворочается, это какие-то шахматы. Хотя вроде железо хорошее, программная часть более новая, а работает он, ну, назвать это адекватной работой было сложно. И как бы я искал решение. В идеале это должен был бы быть какой-нибудь программный драйвер, который бы эмулировал какую-нибудь виртуальную мышку, и чтобы все это имело легкую программную коммуникацию. Соответственно, в те далекие времена, когда эта проблема стала у меня поперек горла, я ничего такого не нагуглил. Чата GPT тогда еще не было, чтобы он помог написать код. Прям драйвера. Да и я был очень далек от написания Android-приложений. В итоге, после долгого гугления, бот был переиначен под передачу координат мышки через SendEvent. Есть у Android утилита GetEvent, которая позволяет перехватывать движение мышкой. И есть некоторая ответная часть, которая позволяет точно так же программно писать эти движения мышкой. В итоге был написан скрипт, который я размещал прямо в Android-среде и дергал его с нужными координатами через ADB. Это был все еще ADB, но это было уже прям сильно быстрее, раз в 10, наверное. Ну и, соответственно, эта история жила у меня долгие годы. Минусом этой истории было то, что устройство должно иметь реальную физическую мышку. Тогда в системе появляется драйвер мышки, и можно от этого драйвера имитировать нужные движения. Но тогда это порождает проблему, что много коробок должно иметь много мышек. Ну и это такое себе решение.
когда там на столе 2-3 мышки на 2-3 коробки, это еще как-то можно пережить. Но масштабировать это, это как-то печальненько звучит. Некоторым временным решением послужил KVM Switch. В одном из видео я показывал, кажется, видео называется «Бот за $1» или что-то такое. Я там показывал, как одним KVM свитчом можно подключить несколько коробок к одному монитору и одной мышке. И тот свитч, который был в кадре тогда, он эмулировал мышку для каждой коробки, и как бы все хорошо, отлично работало. Но спустя некоторое время я купил другой свитч, вот недавно, можно так сказать, и этот свитч уже не эмулировал мышку. Он включал ее непосредственно, когда переключаешься на коробку. То есть получилось так, что снова нужно было иметь несколько мышек, либо менять KVM Switch, либо еще что-то придумывать. Я пошел этим путем, еще что-то придумывать, и все-таки решил создать то идеальное решение, о котором сказал буквально минуту назад или две, что должно быть какое-то программное решение, которое эмулирует мышку, драйвер мышки, то есть как бы такая виртуальная мышка в системе, в которую можно передавать координаты, и она у вас прыгает по экрану и кликает в нужное место. Собственно, первая версия такого драйвера в описании под видео. Кому нужно, можете брать, пробовать. Кто тоже работает через SendEvent или захочет попробовать эту стратегию, то вам достаточно запустить эту мышку с командой Start. Будет поднят демон, который создаст устройство мышки, и вы сможете отправлять на него команды и работать через SendEvent. Но также эта же программа имеет сокет-коммуникацию. Кто не работал с сокетами, это некоторая штука, через которую программы общаются в пределах компьютера. Это примерно то же самое, когда вы подключаетесь к какому-то порту по сети, только это работает без сети, а ссылка на сокет реализуется через файл. Давайте подытожим. Если вас не устраивает IDB, вы можете через SendEvent. Но SendEvent это не очень просто, потому что там отдельной командой нужно передать X-координату, потом отдельной командой нужно передать Y-координату. Это все нужно синхронизировать, отправить отдельную команду. Потом нужно утопить кнопку мышки и синхронизировать. Потом нужно поднять кнопку мышки и снова синхронизировать. На каждое такое телодвижение будет создан отдельный системный процесс, и при этом почему-то все работает быстрее, чем IDB. Но чтобы достичь максимальной скорости, максимальной легковесности для системы, когда не создается куча процессов, можно использовать виртуальный драйвер и коммуницировать с ним через сокет. Кто дослушал до отсюда, наверняка мой давний подписчик, который давно мониторит тему создания ботов. Сорян, что долго не было выпусков. Последние пару лет, честно говоря, думал просто свернуть эту лавочку. Но как-то свернуть еще не получилось, поэтому решил сделать очередной выпуск, поскольку я обновляю своего бота. Поделился последними новшествами, так сказать. Если вам не сложно оставить комментарий, то было бы мне интересно узнать, на каком вы этапе просто интересуетесь или уже что-то написали, может быть, столкнулись с какими-то проблемами, или другие любые мысли. Просто коммуникация на эту тему дает мне обратную связь. Имеет ли смысл продолжать писать подобные видео? В общем, отчасти будущее строится вашими комментариями. А я на этом, пожалуй, все. До скорых встреч. Пока-пока.